Моя бабушка Анисия жила в далекой деревушке в 70 километрах от города. Кроме меня и моей мамы у нее был только огромный серый кот по кличке Бажур. И кот был невероятных размеров, наверное, все 8 килограммов живого веса, не считая длинной пушистой шерсти. Усы, как большие антенны, постоянно были настроены на все происходящее вокруг. Я часто спрашивала у бабушки, почему у нее нет собаки. «Да что ты! Махала руками бабушка. Котяра этот зверюга любой собаке отпор даст, даже ко двору не подпустит. Он самый лучший сторож во всей деревне, вот только в лес постоянно шастает, и что он там делает, ума не приложу». Мы с мамой жили в городе, но каждое лето и отправлялись на все каникулы к бабушке. Деревушка была небольшая, каждый друг друга знает, все ходят друг к другу без стеснения попить чайку, посплетничать или даже брать необходимые продукты взаймы. А дом у бабули был просторный, уютный, огород и даже сад имелся. Сарай огромный, а возле дома столько завораживающих цветов, которые бабушка с любовью каждую весну сажала, глаз не оторвать. Мысль о предстоящей поездке также радовала и воодушевляла меня, как и сама поездка. Бабушка никогда и ни в чем мне не отказывала, чем я и пользовалась. Все самое лучшее и дорогое, сладкое только мне, как-никак любимая и единственная внученька. В деревне я чувствовала себя в безопасности, и вниманием мне была обделена, и заботой, и лаской. Вот и в этом году, в 20-х числах мая, как только закончились занятия в училище, я сразу же засобиралась к бабушке в деревню на все лето. Войдя в калитку, меня с важностью хозяина встретил Бажур, за ним семенил какой-то серый щенок. На крыльцо вышла счастливая бабушка. Из дома уже доносился запах пирогов с ягодами. «Внученька, но наконец-то дождалась!» И мы с бабулей нежно обнялись. «Ба, ты все-таки собаку завела?» Удивленно спросила я бабушку и потрепала щенка за ушко. «Да это не я завела, а Бажур завел нам собаку. Начала рассказывать бабушка. Это он еще в апреле, как только снег сошел, начал совершать свои постоянные вылазки в лес. Как-то раз смотрю в окно, а он в зубах что-то несет. Пришел и положил на крыльцо серый комочек шерсти. Я как посмотрела, батюшки мои, так это же волчонок. А где он его взял, не спросишь, ведь понятно, что в лесу. А вот где мать этого существа и что с ней случилось, неизвестно. Вот так и остался у нас жить этот найденыш. Хорошо, что уже молоко сам мог лакать. Так они с котом с тех пор, как привязанные друг к другу, ходят и едят из одной миски и спят у печки на одной подстилке. Свернутся калачиком, прижмутся друг к дружке и дрыхнут. Никогда не думала, что наш кот может быть таким нежным и заботливым. Ты бы видела, как Бажур вылизывает этого серого прохвоста и как они носятся друг за другом по всему двору. Обхохочешься. Кот учит волка охотиться, но не смех ли? Так мы жили в деревне у бабушки вчетвером все лето. Волчонок к концу августа хорошо подрос и стал размером с небольшую собаку. Его молочные зубки сменились на острые волчьи клыки. Я очень подружилась с этой необычной серой бандой. Кот и волк — два закадычных друга. Такого я никогда больше не встречала в своей жизни. Ни до этого, ни потом. Настало время возвращаться в город. Я упаковывала вещи, зверинец крутился возле меня, чувствуя разлуку. Бабуля тоже была в полном расстройстве. «Маме привет передавай, внученька, жду тебя через месяц. Приезжай, пойдем в лес за грибами. Погода в этом году как раз грибная, наберем белых, подосиновиков, груздей». Я пообещала бабушке, что через месяц обязательно приеду. На остановке прощались, бабуля плакала, а кот с волком сидели и внимательно наблюдали за нами. Подошел автобус, я погрузила свои вещи, а бабушка еще долго махала вслед уходящему транспорту. Как так? Всего 2 остановки осталось, а теперь идти пешком,
Все ноги собьешь, пока дойдешь, думала я, всячески ругая сломавшийся автобус. Бабушка будет волноваться, что не приехала в обещанное время. До деревни мне оставалось проехать всего 2 остановки, когда автобус, чихнув последний раз, заглох. И все бы ничего, да только моя остановка была конечной, и в автобусе к тому времени из пассажиров оставалась одна я. Делать нечего, взяла вещи в руки, попрощалась с водителем и пошла в сторону деревни. Я шла вдоль трассы, по обеим сторонам которой стоял глухой лес. Миновав одну остановку, решила чуть отдохнуть на обочине и только отошла от трассы, как вдруг мне навстречу на огромной скорости промчался темный автомобиль. Если бы я не сошла с дороги, то он точно бы меня сбил. В машине орала музыка, оглушая лес безумным стуком ударных инструментов. Автомобиль пронесся вперед. Я прибавила ходу, как вдруг услышала позади себя легкое шуршание шин. Обернувшись, увидела уже знакомый автомобиль, который фактически крался за мной. Поравнявшись, автомобиль какое-то время ехал, как бы сопровождая меня. Затем открылось окно, и я увидела, что в автомобиле сидят 2 мужчин, явно нетрезвых. Их довольные ухмылки заставили меня поежиться. Не обращая внимания на них, я шла вперед, потом остановилась, понимая всю опасность ситуации одна на безлюдной трассе, а дорогу мне преграждают 2 пьяных, видимо, решительно настроенных мужика. «Ребята, не надо», — попыталась я вразумить мужчин. «Мне идти осталось минут 10, я сейчас сверну и через поле». Слова застыли в воздухе. Передняя дверь машины открылась, и наружу вылез здоровенный лоб в спортивном костюме. Он бесцеремонно схватил меня за руку и потащил к машине. Я упиралась, и на глазах от страха навернулись слезы. Я стала кричать, но прекрасно понимала, что помощи ждать неоткуда. Мужчина сгреб меня в охапку, затолкал на заднее сиденье автомобиля и захлопнул дверцу. Сердце ушло в пятки, я забилась в дальний угол, отчаянно соображая, что делать. Пассажир сел на свое место, и машина резко двинула вперед. Далеко они не уехали. Завернув в ближайшую просеку, автомобиль скрылся в лесу. Машина остановилась на лесной опушке. Дороги вперед не было. Со всех сторон полянку окружал невысокий кустарник. Выйдя из авто, мужчины открыли заднюю дверь, выпуская меня. Я стояла зареванная, с растекшейся тушью и трясущейся от страха. Дальнейшие действия я угадала безошибочно. Один из них, схватив меня за руку, потянул к себе. Я крикнула и со всей силы вмазала мужчине по лицу, оставив следы красных полос. Мужчина, не ожидавший отпора, толкнул меня, отчего я отлетела на метр в сторону. Этого метра мне хватило, чтобы вскочить на ноги. Вдруг дикий, нечеловеческий голос огласил поляну. Это орал один из мужчин. В его ногу вцепился молодой волк. Челюсти сомкнулись сильной хваткой выше щиколотки. Второй бросился бежать без оглядки, перескакивая через кочки и ямы. Неудачно подвернув ногу, он рухнул на землю, и тут же ему в спину вцепились острые когти кота-бажора. Кот издавал страшное истошное рычание. Жуткие вопли, полные страха, разносились по полю. Мои спасители подоспели вовремя. Еще немного, и я не знаю, чем бы закончилось это жуткое нападение 2 здоровых амбалов. Изрядно напугав и потрепав 2 злоумышленников, эта злобная парочка наконец-то прекратила. Быстро протрезвев, мужики вскочили в свою черную машину и заперлись в ней. Громкой музыки и веселья больше не было слышно. Я побрела по полю в сторону деревни в сопровождении своих хвостатых защитников. Откуда они взялись на этой поляне в лесу и как почуяли беду? Я не знаю. Ясно одно, что, возможно, они сегодня спасли мне жизнь. С таким боевым отрядом мне было больше ничего не страшно. Бабушке и маме я не стала рассказывать эту историю, чтобы не пугать понапрасну. Если понравилась история, ставьте лайки,
подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!